Сейчас зимнее утро. После долгого мороза на улице наконец-то потеплело, а на небе, хотя и не сияет солнце, но его контуры просвечивают сквозь туманную дымку облаков. По кухне разносятся ароматы свежепомолотых кофейных зерен. На подоконнике, в ожидании лучей солнца и чего-нибудь вкусного, наблюдает за моими действиями сонный кот. Запах свежесваренного кофе со сливками и прогноз погоды на экране моего смартфона окончательно убедили меня в том, что нужно доставать лыжи и отправляться в путь. Я хочу отправиться в неспешное путешествие вдоль заснеженной реки. И сейчас я не тороплюсь. Я не ставлю целей. Мое желание прожить день без спешки и отправиться на лыжах вдоль реки, увидеть интересные места, приготовить вкусный обед, выпить ароматный чай и побыть наедине со своими мыслями. Я всегда помню о том, что ценность происходящего кроется в самом процессе, в нашем пути, а не в конечной цели. Я двигаюсь вдоль реки. Лыжи скользят хорошо. Мимо проплывают пушистые деревья и прибрежные скалы. В моих наушниках играет спокойная музыка, добавляя к окружающей атмосфере еще больше приятных нот и создает приятный фон для продолжения моего пути. Зимнее утро с легким ветром и воздух хвойного леса наполняет меня энергией. Вскоре в одном из скалистых уступов я встретил небольшую пещеру. Вход у нее имеет треугольную форму и расположен довольно высоко над поверхностью реки. Около берега была небольшая полоска воды, покрытой снегом. Но любопытство берет верх, и я аккуратно на лыжах пробираюсь к берегу. Внизу я оставил рюкзак, лыжи и полез наверх к входу. Пещера не глубокая, а в дальнем конце, вглубь, уходит небольшой узкий лаз. Серые, бугристые стены пещеры покрыты изморозью и россыпью мелких ледяных кристаллов.
около входа. Стены густо покрыты зеленым мхом. Немного отдохнув на берегу, около пещеры, я отправляюсь дальше. Следую по реке. Местами имеется отменная лыжня, но также есть много участков, где радостные владельцы снегоходов сочли разумным двигаться по лыжне точно так же, как и лыжники, оставляя после себя бугристый гусеничный след. Отсутствие лыжни приходится просто принять как часть моего пути. На одном из участков тропы мне попадаются следы крупного зверя, идущие в лес. Я прекрасно понимаю, что это рыбаки взяли с собой на прогулку большого бобика, но на всякий случай оглядываюсь по сторонам. Возможно, у этого бобика просто нет хозяев. Появился встречный ветер. Он меня немного взбодрил, и мне захотелось тишины. Я выключил музыку, снял наушники и долго привыкал к зимнему безмолвию. Но вскоре слух привыкает, и я начинаю наслаждаться шумом ветра, звуком скользящих лыж и шорохом веток в ближайшем к берегу лесу. Хорошее скольжение лыж по вновь появившейся лыжне делает мой поход комфортным. Несмотря на ветер и пасмурное небо, мне было тепло и уютно. Мимо меня вновь проплывают прибрежные скалы. Некоторые совсем небольшие, другие достаточно высокие. Время хоть и не торопится, но все-таки идет. И мне уже пора остановиться на обед и сформировать свой небольшой лагерь. Я выбираю отличное место в молодом сосновом лесу. Невысокие деревья дают свою особую энергетику, защищают меня от ветра. Молодой сосновый бор оказывается идеальным местом для остановки на обед. Я делаю импровизированный столик из раскладного походного стула и пары небольших досок из ламината, которые я специально взял с собой. Сегодня у меня с собой проверенная газовая плитка. В мороз иногда приходится нагревать газовый баллон в руках или в варежке, чтобы повысить давление газа. Но сегодня тепло, и газ идет хорошо. Сегодня на обед у меня будет жареная картошка и бутерброды. Масло кипит, картофель покрывается золотистой корочкой, а я тем временем готов проглотить свой язык. Когда-то давно навык приготовления пищи на природе стал ключевым фактором в эволюции у наших далеких предков. А моя газовая плитка и сковорода
сделала этот процесс комфортным и быстрым. В этот момент ты чувствуешь себя в этом лесу, словно дома. Сейчас нет ничего лучше этого молодого хвойного леса и аромата жареной картошки. Все просто и очень вкусно. Весь смысл очень прост. Вы уходите в поход, а негативные мысли уходят из вашей головы. Во время моей остановки и обеда меня ждала очень приятная новость. Небо наконец прояснилось, и появилось солнце. Все точно так, как обещали утром. После обеда я сделал небольшую передышку, а остатки недопитого вкусного чая с лимоном и корицей я перелил в термос. На обратном пути, перед городом, зайду в лес и устрою еще один лесной привал. Обратная дорога, она всегда кажется быстрее, чем дорога вперед. Но я не тороплюсь. Время у меня есть. Приближаюсь к городу. Как и хотел, поворачиваю в лес, для того, чтобы отдохнуть после этой долгой дороги и попить чай. Солнце пробивается между стволами деревьев, и на душе у меня становится особенно тепло, как будто я повстречал давнего друга. Хвойный лес, солнце и чай с лимоном. Что еще может быть нужно человеку для хорошего настроения? Конечно же, стульчик. Стульчик очень удобный и радует меня после долгой прогулки. После того, как я надышался лесными ароматами, послушал звуки природы, спешить уже совсем не хочется. Когда мы отправляемся в поход, мы ищем и, конечно же, находим то же, что и все. Это счастье и спокойствие. Кто-то для этого отправляется в бар и проводит там ночь. Другие идут в церковь и, наверное, тоже находят там умиротворение в своих молитвах. Этот лес говорит с нами на своем особом языке. Вопрос только в том, можем ли мы понять его послание, слышим ли мы его мысли и слова. Поставьте палец вверх, оставьте небольшой комментарий и подпишитесь на канал. До встречи!